Ребята, я снова вас всех приветствую на канале Великий Манипулятор. Сегодня мы завершаем тему о 10 альткоинов для новичков. Мы рассмотрим еще две монеты. Это будет Polkadot, а также Matic. Также вкратце их рассмотрим, посмотрим график, посмотрим, какие они смогут нам дать иксы в будущем. Но вот перед началом хотел, ребята, вам объявить, чтобы обязательно посмотрели следующее видео, которое я выпущу на днях. Это будет о биткоине. Я расскажу вам свое видение, будет ли он падать или нет, где его находится дно и что я думаю по этому поводу. Потому что многие блогеры, особенно западные, то есть Соединенных Штатов, они ждали 13 числа биткоин по 13 тысяч долларов. Это не осуществилось, но блогеры именно были миллионники, в которых было больше миллиона подписчиков, именно это утверждали. Так что я так понимаю, что они завели свою публику в глубокий шорт, а получился хороший лонг и повыносило им все стопы. И они остались, естественно, их подписчики без определенных своих средств. Поэтому всегда будьте осторожны, ребята. Криптовалютный рынок, он очень высоковолатилен и рискованный. И не обязательно все, что говорят блогеры, это исполняется. Я расскажу только свое видение, то, что я думаю. А в действительности посмотрим, как будет вести себя биткоин. Итак, погнали. Первый у нас Polkadot. Это многоцепочное видение Web3 начинается здесь. То есть Polkadot объединяет и защищает растущую экосистему специализированных блокчейнов, называемых парачейнами. Приложения и сервисы Polkadot могут безопасно взаимодействовать по цепочкам, образуя основу для действительно совместимой децентрализированной сети. Очень и очень много Polkadot выполняет функций, очень много всего у них разработок всяких классных, ребята, конечно, делают. И хорошо есть стейкинг. Кто хочет, может также перейти на их веб-страницу и все это рассмотреть. Довольно очень хороший проект, все о нем очень много рассказывали разные блогеры. Технология в них просто потрясающая. Как здесь именно говорится, что Polkadot объединяет сеть гетерогенных блокчейнов, называемых парачейнами и паранитями. Эти цепи соединяются и укрепляются релейной цепью Polkadot. Они также могут подключаться к внешним сетям через мосты. То есть видим, как примерно работает. Разные сети подключаются через вот такие пары нити, и разные такие мосты соединяются друг между другом. То есть вот что делает данный проект. Как здесь также говорится, Polkadot — это сетевой протокол, который позволяет передавать произвольные данные, а не только токены через блокчейны. Это означает, что Polkadot — это настоящая многоцепочная среда приложений, где возможны такие вещи, как кросс-цепочные реестры и кросс-цепочные вычисления. Polkadot выполняет функцию именно проводников, то есть через разные блокчейны, парачейны и тому подобное передает информацию, а также и токены можно передавать. То есть довольно решает много проблем именно в криптовалютном мире. Что у них по токенизации? Как мы видим, общее предложение 1 миллиард 100 миллионов, это примерное, потому что максимальное предложение пока неизвестно. Сейчас практически все монеты в циркуляции находятся, потому что уже почти 1 миллиард, то есть не хватает там буквально 100 тысяч. Рыночная капитализация 7 миллиардов, то есть довольно немного, но и немало, то есть довольно по-среднему. Что у них по графику, ребята? Polkadot очень себя плохо повел на этом медвежьем рынке, очень сильно он, конечно же, провалился. И сейчас, хотя некоторые альткоины уже показывают именно хороший растущий тренд, он, конечно, находится еще полностью в таком медвежьем тренде. Давайте посмотрим, если взять обычный тренд, мы можем посмотреть, да, что мы здесь видим. Полностью идет такой нисходящий тренд, то есть ничего не похоже на восходящий тренд, абсолютно. Ничего не пробивается, пока все находится внизу. Есть какой-то, мы видим, отскок, но, как мы видим, если смотреть на этот тренд нисходящий, он полностью в нем и находится. Не выходит, не пробивает ничего. То есть идет по среднему. Ему нужен хороший отскок, чтобы именно начался восходящий тренд. Ребят, поэтому ведет он себя довольно плохо на данном рынке, возможно, у них есть какие-то проблемы. Погрузился он, как я и сказал, довольно низко перед этим накоплением. Вот как мы видим, вот здесь было сопротивление, и он пошел вниз, здесь он отбился. Я думаю, что Polkadot может еще провалиться, думаю, в этот район, в этот диапазон легко, в район 4 долларов 5. Ну, естественно, посмотрим, как будет себя вести биткоин. Но Polkadot очень слабо выглядит. Что мы можем получить от данного продукта? Естественно, если он еще упадет в данный диапазон от 6 до 5, от 6 до 4 долларов, мы можем получить хотя бы хай данного продукта. Можем получить своих примерно там
около 10 иксов, то есть 1000%. Polkadot на это возможен, если все будет у них нормально, будет продолжать работать в таком же духе. Но у него есть очень много конкурентов, поэтому посмотрим, будут ли их ребята такие оптимистично настроены, чтобы довести свое дело до конца и чтобы, конечно же, сделать в следующем бычьем рынке свой хотя бы перехай и дать, естественно, положительные плюсы для своих инвесторов. По поводу инвесторов давайте посмотрим. Так, как мы видим, то есть на пресейлах продавался он по 28 центов, здесь также видим по 28 центов, $20, $25. То есть исходя на текущую цену, которую его стоимость сейчас $7, это ничего, это довольно немного он дал иксов, то есть потенциал у него есть, чтобы получить свою прибыль. Так что, ребята, как для новичков проект довольно хороший, но нужно еще, я думаю, подождать. Если пробьет вот этот хотя бы нисходящий тренд, можно будет закупиться и его нести вверх. Ну, посмотрим, ребята, естественно. Пока очень опасная у него зона. Также у него еще есть вот такая контртрендовая линия, которую еще очень долго ему придется пробивать. Вот она аж сюда идет. То есть даже ниже, вот в этот район. То есть ему нужно, чтобы ее пробить, хотя бы $12 уже иметь. А это еще практически 100% нужно ему до этого роста. И показывает очень слабый, очень большую слабость. То есть если 18 числа на этом медвежьем рынке биткоин показал свой минимум, то Polkadot провалился еще ниже и даже не откупился довольно сильно. Так и находится на этом уровне практически. Так что, ребята, с данным проектом читайте новости. Если что-то позитивное будет, можно будет его и подкупить. Но я думаю, еще немножко нужно подождать. Ну а там на каждого для усмотрения. Так, следующий у нас проект, это будет Polygon Matic. Это самый крутейший, один из самых крутейших проектов, который мне довольно нравится. Polygon верит в Web3 для всех. Polygon — это децентрализированная платформа масштабирования Ethereum, которая позволяет разработчикам создавать масштабируемые удобные DApps с низкими транзакционными сборами, никогда не жертвуя безопасностью. Потому что Polygon именно работает для эфира и под эфир, то есть все, что строится, все делается на эфире. То есть такой он делает свой проводник моста. А поскольку мы знаем, что эфир довольно безопасная сеть, Поэтому Polygon вызвался, чтобы лучше улучшить масштабируемость и улучшить скорость и передачи данных, и также строить легче на эфире. Поэтому он и вызвался эту проблему разрешить. Что он еще делает? Instagram запускает NFT на Polygon. Также Stripe запускает глобальные выплаты с помощью криптовалюты с использованием Polygon. Adidas Original и Prada запускают коллекцию NFT на Polygon. Короче, ребята, довольно сильно развивается. Как я и говорил, что здесь Polygon делает эфириум доступным для всех. То есть совместимость с эфиром, масштабируемость, безопасность и опыт разработчиков. Давайте посмотрим, какие плюсы уже получили ранее инвесторы от данного проекта. Как мы видим, разлоки уже практически все прошли. Вот еще в августе 2022 года будут остальные разлоки, я так понимаю. Они продавались по 0,007 центов, 0,002, сотых 0,002. Ну, короче, ребята, продавались просто за бесценок данные продукты еще в 2019 году. То есть ребята уже получили очень огромные плюсы от данного проекта. Сейчас максимальное предложение данного продукта 10 миллиардов токенов. Это и общее предложение, максимальное. Сейчас 80% в обороте. Это круто. Как я говорил, что вот в конце будет, что где-то в августе будет разлог остальных монет. То есть может немножко чуть просесть данный продукт, но думаю не очень сильно. Рыночная капитализация 6 миллиардов. Это вообще копейки для данного проекта. Еще одну новость где-то я читал, сейчас вам найду о нем, что он делает. Вот, токен Matic продолжит свое существование и будет играть все более важную роль, защищая систему и поддерживая систему управления. То есть непосредственно токен, он имеет огромную роль в этой системе. Поэтому, ребята, это не просто проект, а именно их токен работает в данной системе. Это очень важно. Посмотрим его на графике, что он уже показал и что мы можем получить от него. Как мы видим, вот уже дал огромнейшие иксы. Ребята, там тоже что-то около там 300 тысяч или 400 тысяч процентов уже дал от начала до этого хая. Очень круто себя ведет сейчас на медвежке. Он провалится, как и биткоин, также 18 июня. И смотрите, уже получил вот такой хороший импульс. Сейчас даже посмотрим, насколько он вырос данного падения.
уже на 140%, ребят, на 140% от низа. Это один из крутейших показателей, которых я знаю. Это очень круто, что он показал вот такой огромный импульс. Он зашел вот это накопление для начала, как мы видим, вот сюда. Ушел и сразу оттолкнулся одним импульсом, раз вышел, сделал небольшую коррекцию вот здесь также, как мы видим, вот ударился в вот такой уровень поддержки и ушел вот вторым импульсом. То есть довольно хорошо себя показывает и сейчас идет расти. Хай его был, ребята, в районе $2.90. То есть, как мы видим, провалился он довольно ничего. Ну, уже считает, что ничего, потому что он с 30 центов уже дал такой импульс. И, как мы видим, растет не по дням, а по часам. То есть проект, ребята, довольно хороший. Нужно посмотреть в августе, когда у него будет все-таки разлог. Возможно, будет небольшой такой нисходящий трендик вниз, и тогда можно будет его подкупить. Но просто он может уже улететь сюда, и потом придется подкупать вот здесь. Поэтому, ребята, данный проект можно уже набирать даже с этих позиций. Если даже провалится сюда, ребята, как мы видим, он за 2-3 недели сразу вылетает и хорошо себя чувствует. Главное дать импульс биткоину, и все, с ним все будет в порядке. А если биткоин дойдет до своих там 30 тысяч, где его сейчас ждут 28, ребята, он может полететь за $1.50 уже даже с этого положения. Как мы видим, он не очень плохо себя так вел на медвежьем рынке. Есть вот такой у него был нисходящий трендовый сейчас есть, но я думаю, с таким потенциалом он может очень быстро ее перекрыть. Видите, это контртрендовая у него, и он уже к ней приближается, то есть в районе 98 центов. Если таким будет идти несколько дней, может еще раньше его закрыть. Проект, ребята, очень крутой, очень крутой. Кто хочет, может его происследовать для себя лично. Ребята, это топ, который еще даст свои плюсы, потому что он может просто лететь, и где он остановится, никто не знает. То есть иксы можно получить от него огромные, поэтому, ребята, как вы видите, проект развивающийся и имеет большой еще в дальнейшем потенциал, потому что решает проблему эфира и его масштабируемости. Поэтому обращайте на него внимание, ребята. Я немного его подкуплю, чтобы он у меня был, и будем смотреть, наблюдать за ним, куда он будет расти в дальнейшем. Я думаю, что этот проект еще покажет такой же самый неплохой импульс, как и был вот здесь. Я думаю, что даст еще 10 иксов, это к бабке не ходи, ребята, к бабке не ходи. Даже с этих позиций до $7 ему долететь, это как с куста. Я думаю, до всех 15 дойдет легко, поэтому обращайте, ребята, на него свое внимание. Как мы видим, рынок довольно хорошо, ребята, сейчас оживился, потому что биткоин уже несколько дней идет в восходящем таком тренде. Есть хорошие позитивные ноты, как мы видим. Очень хорошо эфир вышел. Все его ждут там по $500 блогеры. Очень крутые, а он уже 1300. Поэтому немножко они, я думаю, остыли. Как мы видим, Matic также неплохо дает, но он каждый день растет. То есть это не просто одиночный импульс, а именно он уже растет несколько дней. Если эфир Classic дал такой импульс за день, то Matic растет очень довольно хорошо. Ну и как я говорю, что эфир, что очень порадовало, дал такой очень хороший импульс и вышел. И все остальные блогеры остались с носом, которые оставили свои лимитки где-то очень внизу по $500-600, ребята. Не знаю, упадет ли эфир туда ниже, я думаю, что нет. Но это мы обсудим, естественно, ребята, с вами через пару дней, когда будем обсуждать именно о биткоине. А с вами, ребята, как всегда, был Серж на канале Великий Манипулятор, поэтому не забывайте подписываться, ставьте лайки и обязательно ждите следующее видео о биткоине. Я думаю, будет для вас очень интересно и прикольно. Так что всем пока и хорошего продолжения выходного дня.